Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня в гостях мой друг-кореец Алекс Ким. 안녕하세요. Собрались мы, значит, для того, чтобы взять Алексу корейский мужской макияж. Да. Ты готов? Я сегодня буду прям обворожительным. Значит, начинаем. Лиза, я буду твоей подружкой. Слушай, тебе идет. Первый вопрос. О, Я же подготовилась. Ты красишься в повседневной жизни? не, вообще. Нет? Ну, скажу, признаюсь честно, иногда, конечно, я делал, типа, ну, не подводки, а, знаешь, типа, эффект такой дыма я недавно попробовал. Ну, я не сказал бы, что это на повседневной, так, баловался. Вот. Но почему-то я выглядел либо очень недоспавшим, либо, да. Ну так ты бы хотел, если вот сейчас получится у нас классный макияж, ввести это в ежедневную рутину? Ну, я думаю, это тебе тогда надо будет со мной постоянно быть. Я сам не смогу вообще. Не. Максимум, что я смогу, это наклеить, наверное, на веко. Вот это, которое не видно, знаешь. Вот. А что, смотри, если будет нормально, психну, подамся в айдолы. Поеду, полечу в Корею. Следующий сделаю, вопрос. да. Как ты относишься к кей-попу? Насчет кей-попа я нормально отношусь, на самом деле. Раньше, да, ну, в связи с некоторыми обстоятельствами мне не очень нравилась моя нация, честно признаюсь. Вот. Но потом, повзрослев, подумав, я нормально начал относиться ко всему. Я такой, сохраняю нейтралитет, как говорится, пока это не навязчиво и так далее. Но скажу честно, кстати, иногда вот у меня бывает, миксы какие-нибудь включаю, там, допустим, тот же кей-поп, да, BTS заиграет, там тот же 100% уверен, что знают, такой Dynamite, по-моему, называется. И нормально звучит, я даже и не понимаю, что это кей-поп. Женский кей-поп, почему-то я слышал очень редко, ну, вот так вот не попадался. Вот. По-моему, что-то я такое слышал, ну, вроде есть что-то там заводное и так далее, но клипы я не особо смотрю. А зря, что не смотришь. Они там такие красоты. Такой вот вариант. Наклевывается другой вопрос. Так. Какой твой типаж девушек? Какие тебе нравятся? Если говорить именно про внутренний мир, наверное, ничего нет лучше, кроме как женственности. А если внешность? Внешность. Это сложно. Блондинки, брюнетки, рыжие. Вообще все равно. Худые, полные. Не, ну, да, признаюсь честно, ну, есть своя эстетика, как говорится. Насчет, что касается цвета волос, цвета глаз и так далее, это вообще без разницы. Не, ну, скажем так, знаешь, до 16 лет оно так и было, там, насчет блондинок, да. Но потом не. Потом, может, повзрослел, может, поменял взгляды, не знаю. Ну, естественно, внешняя составляющая, она важна, но именно внутренне, что касаемо, ну, для меня, вот, естественно, это женственность. Ну, женственность, конечно, понятие растяжимое. Но это скромность, это сдержанность. Может, милые заколочки? Теперь, мой друг, ты в полной Мое мужское достоинство. Ты, как я знаю, работал официантом. Да. Были у тебя какие-то кринж-истории с посетителями? Кринж-истории, ну... были. Были. Короче, у нас в ресторане, это будет долгая история, наверное, но я сейчас попытаюсь ее прям максимально быстро рассказать. В ресторане есть определенно такой закон, можно сказать, правило, что когда приходит гость пьяный, есть как бы правило светофора: красный, зеленый и желтый. Это степень его опьянения. Вот. При красной, ну, ты вообще вот просто говоришь, что у нас, ну, нет алкоголя, все. Вот. И я ж такой, заходят очень пьяные люди, заходят они днем, я такой, они такие говорят, можно нам бутылку текилы и еще чего-то, короче, крепкого. Я такой, блин, а что делать? Подхожу к менеджеру, он говорит, ну, пробивай. Такой, ну, ладно. Вот, пробил, ну, они сидели в итоге до вечера и повторяли. Ну, мужчина, получается, был вообще нормальный, то есть он хоть и был выпившим, он был нормальный. Женщина прям пришла в зюзю, она была еще хуже. Вот, и... Такая история, то, что когда они собирались уходить, боже ты мой, там эта женщина как на меня повисла, а там этот мужчина начинает ее, короче, на весь ресторан матом, короче, говорить плохие вещи. А я просто стою и не понимаю, что мне делать. Да. Она потом что-то начала заливать, короче, очень, да, неприятно. Нависать, приставать и так далее. Вот. Потом, как, ну, не прям, чтобы домогалась, но знаешь, когда вот
просто тебя обнимает и начинает висеть на тебе. Вот. А ты что делаешь? Ты официант, как бы, ты стоишь и терпишь, да. Тупо отключаешь мозг и терпишь. Вот. А там мужик, естественно, ее постоянно угомонить пытался, причем очень жестко. Вот. Ну и в итоге что-то там менеджер видит, что уже все плохо, и подходит, говорит, давайте я вызову такси, и менеджеру, короче, тоже досталось в итоге. Вот. Это вот самая запоминающаяся история, это прям, да. Зато мне оставили 500 рублей. Кстати, 500 рублей он мне дал прям в самом начале, как только пришли. И я такой говорю, а за что? Он говорит, потом узнаешь. Я потом узнал. Лучше бы не давал. Вот честно. А ресторан у тебя был итальянско-азиатской Азиатский. кухни, да? Какие там блюда чаще всего заказывали? Том-ям у нас очень был популярный. Прям самый лучший в городе, говорили. Всегда. Очень. Ну, я его не особо ел, потому что морепродукты я с собой их не ем. Ты не любишь, да, морепродукты? Не то, что прям не люблю, я могу поесть. Ну, без фанатизма. То есть, особенно если... Ну, креветки могу, мидии. Ну, может быть, тоже. Вот. А если из итальянского, то у нас пиццы, в принципе, все были популярны, потому что у нас, по-моему, 2 в городе всего дровяные печи есть. Там именно на дровах, там никогда печку не отключали, то есть на ночь ее всегда затапливали, потому что, ну, разогревать очень долго обычно. Как называется ресторан? Патио, А, Эль Патио, да? да? Надо сходить, слушай, ты прям меня заинтриговал. Но он уже закрылся. Он закрылся. Опознала. Он закрылся в плане того, что почему я оттуда ушел, потому что нам просто утром сказали, что вот мы закрываемся. Директор мне сказал. Вот. Расходимся. Да. И очень так совпало, то, что где-то за неделю до я вышел именно в этот день, в этим гостям этого человека, и в итоге он меня позвал к себе в компанию. Какие твои любимые блюда? Например, из корейской кухни. Ты любишь Из корейскую? корейская... Блин, я ее настолько переел. Сейчас дай вспомнить. Кукси, может, кто-нибудь знает такое? Это рамен. Знаете, да, что такое Да. рамен? Вот, но корейский. В плане... Корейцы же любят салаты делать. А это блюдо сочетает 5 салатов, бульон на соевом соусе и лапшу. Вот, его можно как холодным, так и теплым. А русскую кухню ты любишь? Русскую? Но, честно, я бы не сказал, что у меня есть какие-то определенные любимые блюда. Главное, чтобы было приготовлено. Вот. Но у меня с этим проблем нет, я могу сам готовить. Если будет рецепт, приготовлю все, что угодно. А у тебя есть то, что ты не любишь? М, Из продуктов, например. Рыба. Рыба белая причем. Ну, мне не особо нравится, особенно, ну, если просто жареная. Не нравится, типа, сердечки желудки, всякие не любишь. печень. Да, не знаю, ну, вот так сложилось. Сало. Я не знаю, почему-то я не понимаю его вкус. Я не люблю изюм. Для меня это... Ой, я тоже. Ну, я сказал бы, что прям ненавижу, но не очень. И больше не люблю. Вы все больше не любите? А? Вы все больше не любите? Да. Ну, Это получается, мы база. похожи. Мне не нравится он тем, что он кислинкой отдает. Мне почему-то Ой, вот да, эта я кислинка, не она не люблю. нравится. И тоже касается, кстати, иногда крошки бывает. Ну, ее, в принципе, хотя бы можно поесть. А у тебя есть брат, да? А есть брат? Родной? Угадала? Да, есть брат, он на 7 лет меня старше. Но он сейчас с девушкой, он в Москве. Так. Ну, у него там уже ребенок появился, я уже дядей стал. Поздравляем. Я сделаю тебе легкий тон. Давай, Чтобы, я не типа, против. Это мы незаметно. типа осветляем, да? Да. О, я не против этого. А вы это каждый день делаете? Конечно. Не помню, у тебя в школьное время был макияж? Легкий, очень легкий. Я, помню, только ресницы красила и Это вроде нормально, кстати, было. вопрос. О, У тебя есть вредные привычки? в плане курить, пить? Да. Нету. Курить точно нет. У меня почему-то начинает голова сильно болеть от этого дыма и так далее. А пить я недавно попробовал. Ну, как пить? Вот, попробовал чисто. Но не особо зашло. Мне не нравится вкус алкоголя, именно вкус вот этого градуса, что у тебя растекается, еще и остается. Но, как мне сказали, я просто не шарю. Причем, знаешь, такой тонкий вкус у меня прям вот. Я помню, один раз на день рождения, типа, поехал к нашему общему знакомому. Вот. Он мне там разбавил, получается, водку. Говорит, да что ты, давай за компанию. Ну, я такой, ну, ладно, не наливай, типа, если будет привкус. Он говорит, да я сейчас тебе забабахаю. Он просто берет пару капель, добавляет, и все, остальное яблочным соком. Я такой пью, я уже его чувствую, говорю, нет. Почему-то я ничего не вижу, что меняется. Сейчас поменяется. Я думаю, вот эти наклейки, да? Надо Давай. уже. Они слишком мягкие и маленькие.
Эти двухсторонние я тебе прислала, Да. мне кажется, классные. Ну, может быть. Ну, просто они, получается, вот единственное, где держат у меня, это ближе вот к ресницам. А их вообще в идеале нужно клеить вот поверх прям глаза. А тебе вверху не держит? Не, у меня вот это веко, оно слишком тяжелое, оно перекрывает. А себе? Мы пробовали, но что-то у нас не получилось. Да. А зато у меня не будет морщин. Открой. Чуть не то пошло. Да. Это, конечно, делают операцию на вот эту штуку. А. Они берут вот эту вот часть, удаляют оттуда жир и начинают ее зашивать. И вот тогда это поднимается. У меня мама ее делала. Открывай. А, уже прям тяжело. Уже тяжело прям. У меня такое чувство, как будто мне ударили, знаешь, по глазу чисто. Она сползает. Попробуйте подтянуть вот той вот. Мне кажется, их вообще снять. Самый ответственный момент макияж А тени, в глаз. смысле, типа дымки или, Да, дымки. как говорится, надо было сказать заранее, я бы заранее не доспал бы. Ты бы хотел жить в Корее? Думаю, да. У меня в планах было, потому что возможность оформить ПМЖ у меня есть. А сейчас у меня есть просто желание туда слетать. Тем более у меня есть там родня. Ну, мне хочется с ними пообщаться. Они знают Вот. русский? Да, да. Говорят. Честно скажу, я родился-то в Казахстане, если вам интересно. Постоянно общался с двоюродным братом, потом нас разделили, я, получается, в Россию уехал. А он, получается, через годик уехал в Корею. Он до сих пор сейчас там. Ты вообще смотришь дорогу? Когда жил с бабушкой, приезжала мама, они смотрели. Ну, как бы мне особо делать было нечего, поэтому я смотрел. Так, что у тебя тут за шрам? Рассказывай. Ну, короче, когда я был маленький, я, получается, был очень энергичен. Ну, понятное дело, потом, да, бегал, прыгал, все такое. Ну, мы, короче, один раз, по-моему, с братом шли в школу, он меня обычно проводил, вот, а у нас на дороге, получается, это было в Казахстане, у нас вот выходишь с подъезда и дорога просто идет. И на дороге этой обычно с двух сторон торчали вот такие железные штыри. И один раз, короче, я просто бежал, забыл о них, споткнулся, получается, и рядом бордюр был. И прям шлифанул вот так по бордюру. Мы его зашивали. Ну, прям обрывочно помню. Мне кажется, часть мозгов улетела. Тебе вот кажется, мне лучше светлый или темный? Ты видел меня блондинкой прям полностью? Нет. Я просто особо-то и не вижу разницы между светлым, темным. А в рыжий перехотела? В рыжий? Я же говорю, я хочу, но так как там осветлять надо прям полностью волосы от корней. Ну, наверное, нет. Ты красился когда-нибудь или нет? Волосы? Да. Вообще никогда. Но ты еще думаешь. Ну, как сказать? На процентов 80, наверное, я уверен, что я покрашу их. И у меня еще один вопрос. У тебя есть какие-то фобии? Есть немножечко высоты. И все? И есть, сороконожек не очень таки люблю. Главное, чтобы потом на улицу смог выйти. У вас брат еще есть? Да, двоюродный. Ты думал в соседней комнате, да? Бальзам? Да. Это в смысле, чтобы блестело? Да. Вроде бы, кстати, нормально. Угу. Все. Перфектно. А что со сладкой? Сейчас будет. А ну-ка посмотри. Лиз. Это нет. Но штрих-код я точно не хочу. Ой, может, тебе вот так? Не хочешь? Я в школе находился с этим сосульками штрих-кодом. А что, прикольно вот так, смотри. Но мне кажется, объема уже не будет. Я не знаю. Как его начесать? Ты же профессионал. Я? Чего ты так Ну, решил? ты пришел, у тебя классно, да, прическа. Ты ветер был. А, да? А у меня все просто. Какой ваш фен? Я просто взял, помыл голову, взял эту пасту, нанес и просто лежу вот так вот. И всё. Помогите мне. И мы закончили. Давай. А мне надо что-нибудь говорить. Скажите, вам не очень нравится? Ну, кстати, Ну, на давай, самом деле, честно. вот именно вот тут я не вижу, что прям сильно что-то поменялось, но я думаю, это... Ну, это хорошо. Это хорошо, да. как раз корейский мужской макияж. А ты его изучал? Да. Pinterest чуть-чуть посмотрела. Где? Очень необычный опыт, но я думаю, со стороны это будет лучше видно, потому что сам себя объективно я не могу. Я думаю, это у тебя в комментариях напишут, я думаю, да, и ты Да, сама. как раз таки пишите в комментариях, как вам обновленный Авикс.
wanna be on top. И на этом мое видео заканчивается. Если оно вам понравилось, то обязательно ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и до скорых встреч. Сейчас забыл, как на корейском.